Весна 2007 года. Янковский начал замечать странные симптомы. Постоянная усталость, боли в животе, потеря веса, слабость. Сначала он списывал все на возраст и загруженность. Ему было 63, продолжал активно сниматься, играл в театре Ленком. График был безумный. Но Людмила настояла на обследовании. И в июне 2007 года прозвучал диагноз, который перевернул все. Рак поджелудочной железы. 4-я стадия. Это один из самых агрессивных видов онкологии. Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости. Симптомы появляются поздно, когда болезнь уже запущена. Врачи были честны, прогноз неблагоприятный. Опухоль обнаружили поздно, метастазы уже пошли, но шанс был. Химиотерапия, возможно, паллиативная операция. Немецкие клиники предлагали экспериментальное лечение. Олег Иванович принял удар стойко. Он сказал Людмиле: «Будем бороться, я еще не все сыграл». И начал лечение. Удивительно, но даже во время химиотерапии он продолжал работать. Снялся в нескольких фильмах, выходил на сцену. Коллеги вспоминали, он скрывал боль, никогда не жаловался. Олег Табаков, Александр Абдулов, Марк Захаров – все поддерживали. Навещали, звонили, вселяли надежду. Лечение шло тяжело, но были временные улучшения. Врачи говорили о возможной стабилизации состояния. Семья начала надеяться. А потом произошло то, что изменило все. Осень 2008 года. Янковский прошел уже несколько курсов химиотерапии. Состояние стабилизировалось, но актер был измотан. Побочные эффекты были страшными: постоянная тошнота, слабость, выпадение волос. И тут в жизнь семьи вошел человек, который все изменил. Целитель. Народный лекарь, который обещал излечить рак без химии, без операций, природными методами. Кто именно порекомендовал этого человека, неизвестно. Филипп Янковский позже говорил, что это были близкие люди, которые хотели как лучше. Целитель был убедителен. Он показывал документы о своих успехах, рассказывал истории чудесных исцелений. Обещал, что его методы помогут лучше, чем отравляющая организм химия. И семья поверила. Людмила, измученная видом страданий мужа от химиотерапии, согласилась попробовать. Филипп тоже поддержал, он видел, как отец угасает от лечения. Самое страшное, в это же время немецкая клиника предложила Янковскому экспериментальное лечение. Новейшие методы, высокие шансы на продление жизни. Но семья отказалась. Они выбрали целителя. Янковский прекратил химиотерапию. Начал принимать травяные настои, делать какие-то процедуры. Целитель приходил регулярно, брал большие деньги, обещал чудо. Первые недели казалось, что актеру лучше. Он перестал мучиться от побочек химии, появились силы. Но это было обманчивое улучшение. Без лечения рак продолжал развиваться. Зима 2009 года. Состояние Янковского резко ухудшилось. Боли стали невыносимыми. Он практически не вставал с постели. Целитель продолжал приходить, но его методы уже не помогали. Людмила в панике вызвала врачей. Онкологи были в шоке. За несколько месяцев без лечения опухоль выросла в разы, метастазы поразили почти все органы. Было уже слишком поздно. Врачи могли только облегчить боль. Янковского положили в больницу. Последние недели он провел под капельницами с обезболивающим. К нему приходили друзья, коллеги. Олег Табаков позже вспоминал, он лежал и плакал. Говорил, что хочет жить, что у него еще столько планов. Филипп не отходил от отца. Он винил себя, это он поддержал идею с целителем. Людмила тоже была раздавлена виной. 20 мая 2009 года в 5 утра Олег Янковский умер, ему было 65 лет. Официально от рака поджелудочной железы. Но близкие знали, если бы не тот роковой выбор, если бы он продолжил лечение, возможно, прожил бы еще годы.
Смерть отца стала для Филиппа Янковского страшным ударом, который изменил всю его жизнь. В интервью он признавался: «Целый год я был выбит из колеи. Не мог работать, не мог жить нормально. Казалось, что мир рухнул. Но самое страшное – чувство вины». Филипп винил себя за то, что поддержал идею с целителем, что не настоял на продолжении официального лечения. «Я каждый день думаю, что если бы мы не послушали того человека? Что если бы отец продолжил химиотерапию? Может быть, он был бы жив», — говорил Филипп в одном из редких откровенных интервью. Эта трагедия заставила его переосмыслить многое. Когда спустя годы у самого Филиппа возникли проблемы со здоровьем, он сделал выбор, противоположный отцовскому. Никаких целителей, только официальная медицина. Только проверенные методы. Сегодня Филипп Янковский продолжает активно работать. Он снимается в кино, ставит спектакли, воспитывает детей. Его жена, актриса Оксана Фандера, всегда рядом. В 2024-2025 годах Филипп снялся в фильмах «Прелесть», «Лихие», «Враг у ворот», сериалах «Чужие деньги», «Чудо», «Резервация». Он продолжает династию Янковских в российском кино. Людмила Зорина пережила мужа и до сих пор живет.